Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот очень красивую и теплую шапку. Данную шапку сейчас в мастер-классе я буду вязать на окружность головы 57-59. Я думаю, плюс-минус 1 сантиметр большого значения иметь не будет. И смотрите, сейчас именно в мастер-классе эту шапку я буду вязать из пряжи Alize Superlana Maxi. Это у нас идет такая толстенькая пряжа. Метраж у нее будет идти вот на 100 грамм 100 метров. И по составу это идет 75% акрил и 25% шерсть. Пряжа идет очень мягкая и абсолютно не колючая. По расходу на данную шапку у меня ушло 135 грамм пряжи. То есть в любом случае нам понадобится 2 моточка пряжи. И из пряжи Alize Superlana Maxi шапку я вязала на круговых спицах 5,5 миллиметров. Теперь смотрите, если говорить про принцип вязания, то вначале мы с вами свяжем вот этот отворот. Сразу говорю, раппорт данного узора у нас будет равен 6 петлям. То есть на спице мы должны набрать количество петель кратное 6. После того, как мы наберем нужное количество петель для отворота, провяжем высоту этого отворота. Высоту отворота также регулируете самостоятельно, исходя из ваших предпочтений, после чего будем приступать к вязанию вот этого нашего основного узора. Высота этой шапки у каждого из нас может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете сделать так, чтобы данная шапка вот лежала ровно по голове, или можно связать ее так, чтобы она была как шапочка-тыковка с торчащей макушкой. У меня здесь идет совсем небольшой напуск, то есть макушка идет совсем немного торчащая. И вот в моем случае высота шапки, я ее уже постирала вот в ровном не растянутом виде, то есть от макушки до вот здесь нашей резинки. И эта высота равна 24 сантиметра. Как это смотрится на голове, я в начале видео фотографию вам ставила. Поэтому если вы захотите, чтобы эта макушка торчала больше, то соответственно вам просто нужно провязать это полотно основным узором чуть выше, нежели я буду провязывать в мастер-классе, и далее закрыть петли макушки. На убавление петель макушки мне понадобилось где-то примерно 2,5 сантиметра, поэтому это вы учитываете при вязании вот как раз таки основного полотна шапки. Сразу хочу сказать, что вот смотрите, если мы вяжем шапку так, чтобы она шла вот именно ровно по голове, на взрослую голову высота шапки должна быть где-то примерно 21-22 сантиметра. И в этом случае шапку можно будет носить также с меховым помпоном. Если вам нравятся вот именно меховые помпоны, будет смотреться очень вот красиво, стильно и нарядно. То есть вот такой вариант у нас в итоге должен получиться, вот если мы сюда сделаем именно меховой помпон. Поэтому носить шапку с помпоном или без помпона решать вам. Друзья, надеюсь, вам нравится данная шапочка, и вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я взяла 5 миллиметров. Обычным вот способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 73 петли. Итак, петли я набрала. Теперь смотрите, спицу, на которой у меня расположены эти кончики, я беру в правую руку. Соответственно, вторую спицу я беру в левую руку. Теперь, видите, вот эта наша косичка должна смотреть на нас. То есть эта косичка должна быть вверху. После чего наши петли мы распределяем по спице, обязательно убедившись в том, что нигде ничего не перекручено. И теперь мы будем соединять вязание в круг.
Для этого на правую спицу я снимаю первую петлю с левой спицы, после чего левой спицей подхватываю вот как раз таки эту петельку, на которой вот у меня расположены рабочие кончики все. То есть это последняя набранная петля. Эту петлю я протягиваю через вот только что переснятую петельку и вот аккуратно снимаю и спускаю. После чего хорошенько кончики подтягиваю и петлю обратно возвращаю на левую спицу. После того, как мы наше вязание сомкнули в круг, сейчас мы с вами должны будем провязать нулевой подготовительный ряд. Поэтому распределяем наши петли. Первую петлю я провязываю изнаночной, вторую петлю я провязываю изнаночной, то есть 2 петли изнаночных и 4 петли лицевых. 1, 2, 3, 4. Вот этих 6 петель и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание я повторяю, провязываю 2 петли изнаночных и 4 петли лицевых. 3 и 4. Таким образом мы сейчас довязываем до конца нулевой ряд, провязывая 2 петли изнаночных и 4 петли лицевых. Итак, вот я довязала нулевой ряд до конца, то есть закончила вязание этого ряда я провязав 4 петли лицевых. И теперь мы должны повесить вот сюда маркер или, как в моем случае, нить контрастного цвета, которая будет обозначать начало нашего ряда. И сейчас мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда нашего основного узора. Провязываем 2 петли изнаночных. Далее у нас идут 4 лицевых петли. Сейчас в первом ряду после каждой провязанной лицевой петли я буду делать накид. Поэтому 1 петля лицевая, накид, 1 петля лицевая, накид, лицевая, накид. И еще раз 1 петля лицевая, накид. То есть вот я провязала раппорт узора в ширину 1 раз. Далее вязание я повторяю, провязываю 2 петли изнаночных и опять 1 петля лицевая, накид, это 1 раз я провязала, лицевая, накид 2 раз, лицевая, накид 3 раз и лицевая, накид 4 раз. И опять 2 петли изнаночных. И вот опять после каждой провязанной этой лицевой петли, у нас их 4, мы должны сделать накид. Довязываем до конца первый ряд нашего узора. В конце первого ряда, то есть мы должны провязать последнюю петлю лицевую, сделать накид, и после этого маркер перебрасываем на правую спицу. И сразу сейчас будем приступать к вязанию второго ряда. Поэтому провязываем во втором ряду 2 петли изнаночных. И теперь смотрите, мы с вами должны 4 лицевых петли переснять с левой спицы на правую, при этом спустив вот этот наш накид. То есть петлю снимаю, накид спускаю. 1, 2, 3 и 4. У нас сейчас с вами должно получиться 4 более длинных петли. И теперь мы будем делать перекрещивание этих петель. Перекрещивание мы будем делать с наклоном в левую сторону. Поэтому 2 вот первых петли я подхватываю на левую спицу перед работой. После чего аккуратно вынимаю правую спицу из 4 петель и за работой подхватываю, получается, 3-ю и 4-ю петельку. После чего вот петли с правой спицы возвращаю обратно на левую. После того, как эти петли мы вот поменяли местами, то есть сделали перекрещивание, теперь этих 4 петли я должна провязать лицевыми петлями. Смотрите, правая стенка моих петель расположена сейчас вот перед работой, поэтому вот за переднюю правую стенку я провязываю 1 петлю лицевую,
вторую петлю лицевую, третья лицевая петля и четвертая лицевая петля. И это я провязала раппорт узора в ширину один раз. Далее мое вязание повторяется. Провязываю сейчас 2 петли изнаночных, после чего петлю снимаю, накид спускаю, петлю снимаю, накид спускаю, это 2. Далее вот третья петля и четвертая петля. И вот перед работой на левую спицу я подхватываю вот первую и вторую петлю. Далее правую спицу вынимаю из 4 петель и за работой подхватываю, получается, третью и четвертую петельку. Далее 2 петли с правой спицы я возвращаю обратно на левую. Сделала перекрещивание и теперь я провязываю 1 петлю лицевую за переднюю правую стенку этой петли, вторую петлю лицевую, третью петлю лицевую и четвертую лицевую петлю. И опять 2 петли изнаночных и снова петли переснимаем, накиды спускаем, делаем перекрещивание и 4 петли провязываем лицевыми. Так мы сейчас вяжем до конца второй ряд. Итак, я довязала вот сейчас до конца второй ряд. И мы сразу сейчас с вами будем приступать к вязанию третьего ряда. Третий ряд у нас сейчас будет провязываться точно таким же образом, как мы провязывали и первый ряд. Поэтому, смотрите, я провязываю 2 петли изнаночных, и теперь после каждой вот этой лицевой петельки я буду делать накид. То есть 1 петля лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, и вот опять 2 петли изнаночных. И еще раз, то есть лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 петли изнаночных. Так мы вяжем, получается, третий ряд вот до конца. В конце третьего ряда я также провязала лицевую петлю, сделала накид и маркер перебрасываю сейчас на правую спицу. И сейчас мы сразу будем приступать к вязанию четвертого ряда. Провязываю сейчас в четвертом ряду 2 петли изнаночных и сейчас опять петлю снимаю, накид спускаю, 1, 2, 3 и 4 длинных петли. Теперь снова мы будем делать перекрещивание, только сейчас это перекрещивание я буду делать в правую сторону, поэтому на левую спицу за работой я подхватываю первую вот и вторую петельку, после чего правую спицу из 2 петель вынимаю и перед работой подхватываю, вот получается, третью и четвертую петлю. Теперь опять получается 2 петли, возвращаю обратно на левую спицу. И теперь этих 4 петли я буду провязывать лицевыми. 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 и 4 лицевая петля. И это я провязала раппорт узора в ширину один раз. Еще раз провяжем 2 петли изнаночных и петлю снимаю, накид спускаю 1 раз, 2 раз, 3 раз и 4 раз. 4 более длинных петли. За работой я подхватываю на левую спицу вот первую и вторую петельку, после чего из 4 этих петель правую спицу я вынимаю и перед работой подхватываю, получается, третью и четвертую петлю. То есть вот мы их меняем местами. 2 петли возвращаю обратно с правой спицы вот на левую. И сейчас я провяжу 1 петлю лицевую, 2 петлю лицевую, 3 лицевую петлю и 4 лицевую петлю. И опять 2 петли провязываю изнаночных. То есть так мы вяжем вот до конца четвертый ряд. Итак, вот я закончила вязать до конца четвертый вот ряд.
4 провязанных ряда, которые мы с вами только что провязали и будут являться раппортом нашего вот этого узора в высоту. То есть смотрите, все нечетные ряды, 1, 3, 5, 7 и так далее, у нас всегда будут провязываться одинаково. То есть вот как раз я сейчас буду провязывать 5-й нечетный ряд. И все нечетные ряды мы вяжем вот 2 петли изнаночных, и после каждой вот этой лицевой петельки, у нас их 4, я буду делать накид. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид. И все четные ряды, то есть получается 2, 4, 6 и так далее, мы будем делать перекрещивание вот этих наших как раз таки 4 петель, вот которые мы сейчас провязываем с накидами. Значит, получается, эти перекрещивания мы будем чередовать. Значит, один раз мы их провязываем вот как раз-таки с наклоном в левую сторону, второй раз с наклоном в правую сторону. И далее опять с наклоном в левую, с наклоном в правую. Таким образом, мы сейчас, вывязывая вот этот наш основной узор, провяжем вот всю необходимую высоту отворота. Сейчас самостоятельно за кадром я провяжу эту высоту отворота. Далее скажу, сколько это у меня получилось вот именно в провязанных раппортах и сколько это получилось вот именно в провязанных сантиметрах. Итак, вот я провязала нужную мне высоту отворота. И здесь, смотрите, я всего провязала 1, 2, 3 с половиной раппорта узора. То есть 3,5 раппорта узора занимает вот этот мой отворот. И если в сантиметрах, то вот здесь вот прям, смотрите, вот в ровном, не растянутом виде от спицы до вот этого нашего наборного края у меня сейчас получается 9 сантиметров. Высоту этого отворота вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. Ну а я сейчас, после того, как провязала как раз таки этот отворот, буду приступать к вязанию основного узора. Значит, смотрите, вот эта часть моего отворота должна быть по лицевой стороне. Поэтому сейчас, смотрите, наше вязание, вот идет начало моего ряда. Я вот таким вот образом разворачиваю, получается, изнаночной стороной к себе. И далее провязывать основной узор я буду вот как раз таки с этой стороны полотна. И вот сейчас как раз, когда мы провяжем всю высоту нашего основного узора, и отвернем вот этот наш отворот, то вот этот отворот как раз таки и получится у нас по лицевой стороне. Поэтому маркер мой сейчас расположен на правой спице. Вот здесь на левой спице расположена моя рабочая нить. Поэтому для того, чтобы вот здесь не было никаких больших дырочек, при провязывании вот как раз таки первого только ряда должны сделать накид. Вот таким вот образом рабочую нить вот набрасываю на правую спицу от себя. И далее мы приступаем к вязанию нашего основного узора. После сделанного накида я сейчас провязываю 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая и опять 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. Это я сейчас провязала, получается 6 петель. Сейчас вот как раз таки вот этот узор, который мы будем вывязывать на основном полотне нашей шапки, раппорт этого узора будет равен 3 петлям. Поэтому это получается, я уже провязала 2 раппорта узора. Далее, смотрите, вот 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая. Это и есть вот раппорт нашего узора в ширину. И опять 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. То есть вот наша изнаночная сторона. И опять 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая. Так мы довязываем до конца первый ряд нашего основного узора, провязывая 2 петли изнаночных и 1 петлю лицевую.
В конце вот нашего первого ряда я сейчас провязала 2 петли изнаночных, и у меня осталась одна лицевая петля и маркер. Сейчас эту лицевую петлю я пересниму на правую спицу, и маркер я уберу временно. После того, как маркер я убрала, лицевую петлю я возвращаю обратно на левую спицу. Сейчас вот эту нашу лицевую петлю я должна провязать вместе со следующим вот по порядку накидом. То есть вот я провязываю их 2 петли вместе одной лицевой петлей. Хорошенечко здесь вот я все ниточки подтягиваю, так, и могу сюда теперь повесить маркер, который будет обозначать начало нашего ряда. Мы с вами только что провязали первый наш ряд. Теперь сразу приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд мы будем провязывать следующим образом. То есть вот мои идут 2 изнаночных петли, их я и буду сейчас провязывать изнаночными. Одна изнаночная петля и вторая изнаночная петля. Далее у меня идет лицевая петелька. Эту лицевую петлю во втором ряду и во всех четных последующих рядах я буду просто вот переснимать, не провязывая, за вот как раз таки переднюю стенку этой петли. То есть вот 2 изнаночных, лицевую петлю сняла, и опять 2 петли изнаночных, лицевую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить за работой, и опять 2 петли изнаночных, лицевую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить за работой. То есть изнаночные петли я провязываю изнаночными, а лицевую петлю в четных рядах я буду просто переснимать, не провязывая рабочую нить, оставлять за работой. И еще раз 2 изнаночных, лицевую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить за работой. Так мы довязываем до конца второй ряд. В конце ряда я сейчас провязала изнаночную петлю и лицевую петлю просто переснимаю рабочую нить, оставляя за работой. Далее маркер я сейчас перебрасываю на правую спицу. И вот смотрите, мы с вами только что провязали 2 ряда нашего основного узора. 2 провязанных ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть далее мы продолжаем вывязывать всю высоту нашей шапки до убавок, повторяя только этих 2 ряда. Еще раз смотрите, изнаночные петли, это мы вяжем 3-й ряд. 3-й ряд у нас идет нечетный ряд. Поэтому во всех нечетных рядах 1, 3, 5, 7, 9 и так далее ряд мы все петли провязываем обычным способом. То есть изнаночные петли мы провязываем вот изнаночными. Вот идет наша лицевая петля. Эту лицевую петлю я провязываю лицевой. И опять 2 петли изнаночных и вот 1 петля лицевая. И еще раз 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. Так мы сейчас довязываем, получается, наш 3-й нечетный ряд до конца, провязывая вот изнаночные петли изнаночными, лицевые петли я провязываю лицевыми. Итак, вот я довязала до конца 3-й нечетный наш ряд. Далее маркер перебрасываю сейчас на правую спицу и приступаем к вязанию 4-го и соответственно четного ряда. Значит, во всех четных рядах изнаночные петли я провязываю просто обычными изнаночными петлями, а вот лицевые петли я сейчас в четных рядах вот просто переснимаю, не провязывая, за переднюю правую стенку этой петли. Рабочая нить остается за работой. И опять 2 петли изнаночных, лицевую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Таким образом самостоятельно продолжаем вывязывать всю необходимую высоту шапки. Сейчас за кадром я провяжу эту высоту, далее скажу, сколько это у меня получилось в провязанных сантиметрах. Для того, чтобы не запутаться и не думать, какой ряд мы сейчас вяжем, четный или нечетный, в тот момент, когда вот у моей лицевой петли правая стенка является вот задней за работой, видите, вот правая стенка, если петлю ровно положить и
эта стенка расположена за работой. В этот момент эту петлю я именно провязываю лицевой. То есть вот 2 изнаночных, вот у лицевой петли правая стенка за работой. И эту петлю я провязываю лицевой. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и в следующем ряду также подключусь для того, чтобы разобраться с нашей лицевой петлей. Итак, вот я довязала, получается, наш нечетный ряд до конца. Маркер перебрасываю сейчас вот на правую спицу и провязываю дальше 2 петли изнаночных. И вот идет моя лицевая петля. В тот момент, когда у моей лицевой петли правая вот стенка расположена сейчас перед работой, то есть вот лицевая петля, если ее правильно развернуть, то вот правая стенка расположена перед работой. В этот момент эту петлю я просто должна переснять, но обязательно эту петлю мы переснимаем вот за переднюю правую стенку этой петли, то есть вот таким вот образом разворачивая эту петельку. То есть вот петлю сняла и 2 петли провязываю изнаночными. Итак, вот я провязала нужную мне высоту шапки. То есть вот здесь от резинки, смотрите, сейчас измерим, до вот этих наших спиц. Эта высота равняется примерно 21 сантиметру. И, соответственно, общая длина шапки сейчас равна 30 сантиметрам. Это высота основного полотна плюс отворот. Как я и говорила в начале видео, высоту этой шапки вы можете регулировать самостоятельно, исходя из того, как вы хотите, чтобы данная шапка вот лежала по голове, то есть чтобы она ровно облегала нашу голову сверху или чтобы эта макушка была торчащая. Поэтому этот момент вы должны учитывать. Ну а я сейчас, после того, как вот здесь провязала нужную мне высоту, сейчас буду приступать к закрытию петель макушки. И теперь смотрите, для того, чтобы примерно вам ориентироваться, всего вот от резинки у меня сейчас провязано 25 вот этих лицевых петель. Закрывать петли я вот решила на чулочных спицах того же диаметра, что я вяжу и саму шапку, то есть 5 миллиметров. Поэтому сейчас этот маркер я могу уже убрать и беру чулочную спицу. И сейчас мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда убавлений. Единственное, давайте сейчас сразу вот этот наш последний провязанный ряд, вот я изнаночную эту последнюю провязанную петельку вот отмечу маркером, для того, чтобы в конце, когда мы закроем все петли, мы могли измерить, сколько нам понадобилось сантиметров на убавление петель макушки. И сейчас в первом ряду убавлений я буду провязывать по 2 петли вот этих изнаночных вместе. Но эти петли я сейчас буду переворачивать, так как правая стенка изнаночных петель вот расположена сейчас за работой, поэтому одну петлю переснимаю на правую спицу и вторую петлю переснимаю на правую спицу вот за заднюю стенку петель. Далее возвращаю этих 2 петли обратно. То есть нам сейчас нужно было сделать так, чтобы вот правая стенка изнаночных петель располагалась перед работой. После чего этих 2 изнаночных петли я сейчас провяжу 2 вместе вот одной изнаночной петлей. Еще не сказала сейчас, закончила вязать вот всю эту высоту шапки, провязав, получается, четный ряд. То есть вот эту лицевую петельку, получается, я просто переснимала, поэтому сейчас 2 петли вместе изнаночной петлей и 1 петля лицевая. И опять 2 изнаночных петли сначала я сейчас переверну, сделав так, чтобы правая стенка этих петель располагалась перед работой, после чего 2 петли провяжу вместе одной изнаночной петлей, далее следующую лицевую петлю провязываю лицевой. И опять изнаночные петли я сейчас переворачиваю и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей и 1 петля лицевая. И еще раз 2 петли
переворачиваю так, чтобы правая стенка располагалась перед работой, и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей, 1 петля лицевая. То есть таким образом я сейчас довяжу этот ряд до конца, то есть провязывая по 2 изнаночных петли вместе, и одновременно перейду на чулочные спицы. Итак, я провязала первый ряд убавлений, и вот все мои петли распределила на чулочные спицы. И теперь мы будем приступать к вязанию второго ряда. Сейчас во втором ряду убавлений я делать не буду, но я продолжаю вывязывать мой вот этот узор из вот этой лицевой дорожки. Соответственно, сейчас во втором ряду я провязываю 1 петлю изнаночную, и вот лицевая петля, сейчас я ее просто снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. И опять 1 петля изнаночная, петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Изнаночная и лицевую петельку снимаю, не провязывая. И лицевую петлю я сейчас вот как раз таки снимаю за вот переднюю стенку этой петли. Так мы сейчас довязываем до конца второй ряд, провязывая, получается, все петли по рисунку. Лицевые петли снимаем, изнаночные провязываем изнаночными. Второй ряд я довязала сейчас до конца, и я приступаю к вязанию третьего ряда убавлений. В третьем ряду также убавлять петли я не буду. Сейчас я все петли буду провязывать по рисунку. Третий ряд — это у нас идет ряд нечетный, поэтому я провязываю 1 петлю изнаночную, и вот лицевую петлю провязываю лицевой. 1 петля изнаночная, лицевую петлю провязываю лицевой. Таким образом самостоятельно довяжите до конца третий ряд, и четвертый ряд также провяжите самостоятельно. В четвертом ряду изнаночную петлю провязываем изнаночной, лицевую просто переснимаем, не провязывая, рабочую нить за работой. То есть 2 ряда сейчас провяжите без убавлений, вывязывая наш вот этот основной узор. Итак, я самостоятельно сейчас провязала, получается, третий и четвертый ряд. И сейчас мы с вами вместе будем приступать к вязанию 5-го ряда. Вот идет начало моего ряда. И перед тем, как будем приступать к вязанию 5-го ряда, вот эту, вот смотрите, лицевую последнюю петлю с правой спицы я пересниму на левую спицу. То есть сейчас нам нужно сделать так, чтобы наше вязание начиналось с лицевой петли, то есть лицевая, изнаночная и так далее. И сейчас в 5-м ряду мы будем провязывать лицевую плюс следующую изнаночную петлю, вот 2 петли вместе одной лицевой петлей за заднюю стенку этих петель. И опять лицевая и следующая изнаночная петля. И этих 2 петли я сейчас также провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. И опять 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Таким образом мы заканчиваем вязать до конца 5-й ряд наших убавлений, получается, провязывая по 2 петли вместе. То есть вот 2 петли вместе лицевой петлей. Итак, вот я довязала до конца 5-й ряд. В 5-м ряду я провязывала вот по 2 петли вместе. И теперь мы с вами будем стягивать петли, оставшиеся нашей макушки. То есть смотрите, вот идет моя последняя провязанная петля, на которой расположен вот этот кончик от моточка. И сейчас, идя против часовой стрелки, поочередно все петли я пересниму на эту последнюю петельку, где у нас идет рабочая вот нить наша. То есть по порядку с одной, со второй спицы и так далее. Все петельки я переснимаю на эту одну последнюю петлю. Итак, все петли я пересняла на нашу последнюю петельку. Ниточку здесь от моточка я уже обрезала. И теперь я беру и аккуратно нашу петельку эту вытаскиваю вот подлиннее. И теперь смотрите, в эту нашу петлю, вот она у нас идет, я продеваю кончик, который я только что обрезала от моточка, вот таким образом, и аккуратно эту вот
петельку аккуратно затягиваю. При этом контролируем, чтобы нить нам не порвать. После чего с помощью крючка эту ниточку я сейчас продену вот сюда, в изнаночную сторону. Далее мы нашу шапочку должны также вывернуть вот на изнаночную сторону. И вот аккуратно мы сейчас спрячем этот кончик. При необходимости сейчас эту нить можно одеть в иголку с большим ушком и вот прошить вот этот наш участок. Я сейчас закреплю нить и спрячу эту нить с помощью крючка. Поэтому сначала вот под соседние петельки я с помощью крючка вот вынимаю петлю и делаю вот такую одну закрепляющую петельку и хорошенечко здесь все затягиваю. И теперь смотрите, под соседние петли сначала этот кончик я продену. Так, после чего, смотрите, у нас нить толстая, и эту нить я сейчас разделю на отдельные более тонкие ниточки. У нас их вот получается 1, 2, 3, 4, 5. И теперь каждую из этих ниточек я спрячу по отдельности. Вот беру 2 более тонких нити и продеваю их еще чуть подальше. Так. Далее, смотрите, вот вставляю крючок под соседнюю петлю. Из этих 2 нитей вот подхватываю только одну ниточку и вот таким вот образом вытаскиваю. И здесь я сейчас завязываю, смотрите, узелок. Далее можно двойной вот такой вот узелок завязать. И еще один раз. И эти 2 тонкие ниточки я могу здесь уже обрезать. Точно так же я сейчас спрячу этих 3 нити. 3 это у нас идет нечетное число, поэтому я их буду прятать вместе. То есть также под соседние петли продеваю крючком эти 3 ниточки. Далее еще под соседнюю петлю вставляю крючок и вынимаю только одну нить. То есть здесь у меня идет 1 нить, здесь 2. И завязываю вот двойной узелок. Хорошенечко подтягиваю эти кончики. Одиночный узелок и еще один одиночный узелок. И здесь также эти ниточки я уже могу обрезать. Вот видите, таким образом мы спрятали наши кончики вот именно где у нас идет макушка. Точно таким же образом я спрячу все остальные наши кончики, которые у нас есть. То есть здесь вот смотрите, я присоединяла 2 моток. То есть каждую из этих нитей я продену в разные стороны и точно таким же образом закреплю, как мы это сделали именно на макушке. И этот наш наборный кончик от наборного края я спрячу вот здесь, по изнаночной стороне вот нашего отворота. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали кончики, наша шапка практически готова. Нам осталось только ее постирать, так как сейчас, смотрите, в непостиранном, скажем так, состоянии полотно такое получается грубоватое, но при этом оно вот мягкое и достаточно эластичное, так? Поэтому в любом случае сейчас шапку я постираю, и после того, как шапка моя высохнет, я вам отсниму начало этого видео, то есть в начале, где я буду представлять эту шапку, там она у меня уже будет вот именно в постиранном сухом состоянии. Поэтому можете сравнить результаты, как это будет смотреться после вязания и после стирки. И здесь, смотрите, вот маркером я отмечала тот ряд, откуда я начала делать убавление петель. И на это убавление петель мне понадобилось где-то примерно... Ну вот смотрите, 2 примерно с половиной сантиметра мне понадобилось вот именно на убавление петель. Друзья, надеюсь, данное видео было для вас понятным и полезным. Буду ждать от вас обратную связь в виде лайков и комментариев. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нас еще впереди ждет много интересного и полезного. Сейчас, дорогие мои, с вами будем мы прощаться.
До новых встреч и всем пока-пока!